Ребята, всем привет, я Алекс Курч, это канал Crazy Train. Сегодня я расскажу вам об очередном новом альбоме, который попал ко мне в руки. Но перед тем, как это сделать, нам не избежать того, чтобы коснуться темы печальных событий, которые сейчас происходят в Украине. После некоторой внутренней борьбы я решил все-таки в политические дебри не влезать, никаких точек зрения не высказывать. Скажу только одно, что будучи врачом по образованию и убежденным пацифистом, я и все мое окружение, все мои близкие искренне сочувствуем мирному населению, жителям Донбасса, Украины и России, в том числе терпящим лишения или пострадавшим в течение ведущих сейчас боевых действий. Так, сегодня я хочу вам рассказать об альбоме проекта Хайсом из Донецка. Это проект Андрея Толока. Альбом 2021 года Philosophind. Выпущен он в содружестве двух лейблов, российского Сатанат Records и эквадорского Exgunt Records. В одном из своих предыдущих видео я уже обозревал их предыдущий альбом. Ссылку на него я оставлю в описании. Посмотрим на оформление. Оно достаточно сходно с оформлением предыдущего альбома. Здесь тоже фигура в капюшоне с крыльями. Но здесь на оформлении уже появилось чуть больше цветов, кроме черного и белого. Так, внутри буклета тексты песен. Я не буду их слишком подробно касаться. Скажу, что они достаточно сложные. Они именно философские, что и отражено в названии альбома. Задняя часть — это кредиты. То есть, кто записывал альбом, есть фотография от автора, задник и компакт-диск. Кстати, матрица сделана очень красиво. Здесь петард в виде логотипа проекта. Так, на альбоме представлено 7 песен. Они все достаточно длинные, где-то около 7 минут в среднем. Альбом, если говорить просто, выполнен в жанре Black Death, но если копнуть поглубже, то все не так просто, как всегда. Как и предыдущий альбом, он достаточно сложный в структурном плане. Для этого Black Death весьма характерна постоянная смена темпа в течение всех песен. И в том числе меняется на протяжении каждой отдельной песни и общий настрой. Он может смениться вдруг от атмосферного какого-то вступления вплоть до Black Death рубилова с бластбитами, потом в середине песни опять интермедия атмосферная. Но понятно, что все эти переходы, смены темпа, настроения, они слиты воедино достаточно гармонично, поэтому какого-то ощущения хаоса не возникает. Но атмосфера на альбоме, она достаточно мрачная, мистическая и в то же время не настолько морозная, холодная, как на каких-то норвежских блэковых альбомах. Потому что достаточно частые гитарные мелодические ходы придают полотну этого альбома оттенок человечности, я бы сказал. Звучание на альбоме весьма плотное, но в то же время мне показалось немножко грузящим, таким давящим. Я не поленился, решил замерить динамический диапазон. Он оказался, к сожалению, довольно-таки низким, 5. Но, к сожалению, сейчас в наше время этим очень многие группы грешат, и не только андерграундные, в том числе и какие-то из высшего эшелона команды. Подавляющее количество вокалов на альбоме — это, конечно же, скриминг, но он такой не сильно высокий, не истеричный. По-моему, это даже называется словом гриминг. Если говорить о барабанах, то в буклете ничего не упоминается о живом барабанщике, и в то же время там проскакивало слово программинг, что, естественно, играет на мысли, что барабаны запрограммированы на альбоме. Но, несмотря на это, они достаточно качественные. Я бы сказал, что они звучат достаточно естественно, особенно железо, в том числе всякие приемы, типа постукивания по чашечке тарелок. Ну и для того, чтобы как-то немножко, может быть, скрыть вот эти эффекты программирования, они слегка задвинуты в миксе на второй план. Ну и, кстати, нельзя забыть о бас-гитаре. Она несет не чисто какую-то фоновую функцию заполнения низкочастотного фона, но
бас играет свою определенную роль, он очень изобретательно сыгран, обратите на это внимание. Альбом я прослушал дважды. Первый раз я так в основном пытался расписать структуру песен, расставлял там где какие переходы. Но когда второй раз слушал, мне уже от этого удалось абстрагироваться, и я вот уже тогда получил настоящее удовольствие от этого разнообразного и сложного полотна, которое, кстати, даже я бы назвал уже чем-то похожим на прогрессив Black Death Metal. Ну и сейчас, после того, как я описал общую атмосферу и настроение альбома, можно остановиться на нескольких таких более тонких моментах. Первая песня, она достаточно быстрая и злая, именно такой злой Black Death, конечно же не лишенная опять же смен темпа и вкрапления атмосферных участков. Как ни странно, вот настроение песни мне навело воспоминания о King Diamond и Edge of Sanity, две такие достаточно далекие друг от друга группы, но в то же время слитые воедино в этой композиции. Вторая и третья песни мне так слегка навели воспоминания о ранних альбомах In Flames. Не знаю чем точно, по всей вероятности какими-то гитарными ходами. Ну и кроме того, третья вещь мне запомнилась общим эпическим настроем и таким возвращающимся несколько раз вибрирующим гитарным рифом. В четвертой песне мне почудился такой привкус или аромат, скажем так, прог-металла от таких групп, как Borg Nagar и Winter Zorg. Что-то такое вот в воздухе витало, похожее на них. Ну, еще запомнилась пятая песня, которая называется «Исповедь белого дьявола». Надеюсь, что там речь не идет о Эйс Вентуре. Белым дьяволом его прозвали жители африканского племени, если вы помните. Ну, вот эта песня, она мне показалась наиболее приближенной к классическому блэку своими блэковыми гитарными рифами. Понятно, что в середине опять она как бы ломается на две половины атмосферным замедленным участком с какими-то потусторонними шепотами. Но вот эта песня мне показалась наиболее экстремальной на альбоме и приближенной к классическому блэку. Итак, ребята, еще раз рекомендую вам ознакомиться с этим замечательным альбомом, как минимум ознакомиться, а лучше всего приобрести его в свою коллекцию, потому что скучать он вас точно не заставит. Я уверен, что если слушать его еще раз, еще несколько раз, то вы будете открывать для себя в нем что-то новое и новое. Кстати, у проекта готовится к выходу и совсем свежий альбом в 2022 году. Его выход анонсирован, так что следим за новостями. Надеюсь, все получится и он выйдет вовремя. Слушайте хорошую музыку, несмотря ни на что, жизнь продолжается, искусство тоже продолжается, не может стоять на месте. Но это видео я закончу своей традиционной фразой, как никогда актуальной в наши дни. Мир вашему дому.